Всем привет! Сегодня мы начинаем серию выпусков о районах Кейптауна. Мы с Саней снова взяли на себя очень непростую задачу. Нам нужно объяснить, что значит быть настоящим кейптауняном. Этот выпуск будет интересен просто всем. Те, кто уже живет в Кейптауне, обратят внимание на новые районы, в которых они, скорее всего, никогда не были и никогда не поедут, но мы это сделали за вас. Те, кто рассматривает Кейптаун как место для путешествия или для жизни, релокации, тоже будет полезен, потому что мы покажем, где можно останавливаться, где нет, какие там правила соблюдать. Мы взяли интервью у очень интересных людей. В итоге у нас вышло 18 мини-историй, которые мы разделим на 3 выпуска. Первый выпуск, да, нас просили сразу рассказать о дорогих, богатых районах, показать вот всю эту американщину жизни здесь. Но мы решили начать с низов. В итоге мы пройдемся от самых низов, от района Имизамо-Ету, в котором буквально за $100 можно купить себе какую-то консервную банку и жить там, до самых богатых районов, в которых живут Голливуд, миллиардеры и так далее. Короче, погнали! Чтобы понять этот город, нужно знать, что здесь более 20 районов, и каждый из них очень сильно отличается друг от друга. В каждом из них живут непохожие друг на друга люди. Поэтому я приглашаю вас вместе с нами исследовать этот уникальный город на краю света. Район номер 1 – это тауншип Имизамо-Ету. Мы уже были здесь много раз, и я приглашаю прогуляться по его улочкам. Представь себе, каково жить в таком доме. Hi there. Становится все уже и уже. Если они украдут телефон, они просто в этих улочках могут потеряться. Значит так, у них нету туалетов внутри дома, все туалеты выведены наружу. У примерно 1 на 30 человек есть ключ от туалета, поэтому часто можно наблюдать ситуацию, как люди стоят, пытаются пойти в туалет, ну и, в общем-то, ходят вот здесь вот вокруг везде. Так что нужно быть аккуратным. Вот девочки ходят, она только что набрала воду, потому что у них в одном месте на небольшой квартальчик есть водяная станция. Стирка, собственно, происходит вот таким образом. Вот он, Имизамо-Ету. Здесь жизнь идет своим чередом. Здесь вокруг происходит столько разных событий. Я вижу, как кто-то там продает травку. Я вижу, как кто-то ходит в садик, ходит в церковь. В общем, расскажу немножко о ценах здесь. Люди здесь зарабатывают $100-200, 16 тысяч рублей, что в принципе норм, и им здесь хватает. Многие не выезжают прямо из этого района и живут здесь и тратят же деньги здесь. Здесь продукты стоят немножко дешевле. Дом здесь стоит $1500, но его практически нельзя купить, как сказал Оуэн, его только можно заказать на постройку, и это будет порядка $1500. Дома здесь практически не имеют документов, только некоторые, которые сделаны основательно.
Давайте представим себя живущими в Мизамоету. Что вы будете делать? Сегодня воскресенье. Я думаю, многим придется такая жизнь по нраву. Здесь не прекращающаяся пьянка. 24 часа они пьют. Единственная остановка – это пойти в церковь. Люди здесь верующие. Вера, баптизм. И, как сказал Оуэн, сразу после службы, когда она сейчас здесь проходит, они пойдут пить и будут пить до 6 утра, чтобы в 7 утра в понедельник пойти на работу. Люди здесь предприимчивые, и если вы будете здесь жить, то вы сможете здесь организовать бизнес. Как и везде в Африке, вы нарисуете на своем доме то, чем будете заниматься. Вот здесь, например, Apple, Samsung, значит, у него электроника. Здесь барбершоп. Рестораны, кафе, которые здесь что-то делают, они рисуют прямо на доме готовое блюдо. Вот такой бизнес в Мизамоету. Это традиционная церковь Коса. Вот дом номер 1. И так живет Оуэн в Мизамоету за $150. Можно сказать, он дом купил. Можешь нам показать свой дом? Внутри? Серьезно? Да. Конста. Я живу в лачуге, чувак. Я тебе покажу. Окей. Тут. Это моя сумка и моя одежда. Привет, я Оуэн Кабузани. Я живу здесь с моим дядей. Мы живем в этом доме. Когда идет дождь, вода идет с горы и затапливает дом. Поэтому мы планируем сделать его лучше. Но пока что здесь так. У нас нет электричества здесь. Строительство этого дома стоит около 4000 рендов на постройку. И, возможно, нужно будет заплатить дополнительно за цемент, чтобы положить цемент на землю. Но металлические пласты — это где-то 4000-5000 ренд. Нет, у нас нет документов, но дом пронумерован. Есть номер, который ставит правительство на доме, чтобы сделать его законным. Если у вашего дома нет номера, полиция придет и может снести его. Это мой монитор и мой компьютер вот здесь. А здесь, извините, у меня фотоаппарат. Это здесь. Потому что раньше кто-то открыл здесь, просунул руку и украл вещи через окно. Поэтому я положил это все внутрь, чтобы когда они попытаются украсть, они не могли этого сделать. Прямо над его кроватью такие дырки прям. Наша следующая цель – Митчеллс Плейн, но мы находимся аж в 25 километрах от него. Перед нами печально известный район номер 6, точнее то, что от него осталось. Но история Митчеллс Плейна начинается именно отсюда. Когда-то, в 60-х годах, по решению правительства, этот район был стерт с лица земли, потому что будто бы здесь развивались все пороки этого мира – проституция, наркомания, бандитизм и так далее. Но на самом деле говорят то, что белое правительство просто не хотело, чтобы рядом с ними, рядом с центром города, жило цветное население. Поэтому они его решили отвезти куда подальше, именно в то место, куда мы сейчас поедем.
Кстати, не советую арендовывать там жилье. Райончик реально не очень, но именно там можно узнать историю знаменитых банд ЮАР. Сейчас, можно сказать, находимся в богатой части Митчеллс Плейна. Вот за моей спиной находится магазин цветов. Этот магазин цветов 40 лет назад открыла бабушка нашего друга. И сейчас этот бизнес продолжает его сестра. И вообще, как сказал нам до этого человек из Митчеллс Плейна, люди, даже если у них есть деньги, не хотят уезжать из Митчеллс Плейна, они лучше восстановят дома, в которых они жили, и останутся жить здесь. Это показывает, в общем, культуру цветных. Сейчас мы находимся в неблагоприятной части района Митчеллс Плейн. Большинство времени нам приходится снимать из машины, потому что на белых здесь смотрят прям вот, смотрят, постоянно смотрят, наблюдают за нами из всех окон. Чувство очень неприятное, тем более здесь прямо сейчас атмосфера, солнце зашло, атмосфера такая немножко удручающая. В общем, здесь начали расцветать банды в свое время. До сих пор все контролируется бандами. Именно благодаря бандам все выглядит так, как оно выглядит. В общем, основная банда здесь – банда американцев. Это очень странная банда. Они реально используют флаг Америки как подтверждение своей идентичности и принадлежности к банде. Место, где они встречаются и ведут переговоры, называется Белый дом. Глава банды называется сенатор. То есть, представляете, это очень странно, но так и есть. И даже внутри огромных банд бывают стычки постоянные. Я буквально вчера, перед тем, как поехать сюда, посмотрел новости. Реально постоянно. 2 человека там умерло в перестрелке, 2 там, 2 там. То есть, постоянно здесь что-то происходит. Люди это видят на улицах, рассказывают. Многие реально сталкивались. Те, кто здесь живут, они неоднократно прям сталкивались с тем, что им приходилось убегать, либо просто ложиться. Здесь есть даже специальные правила. Если кто-то где-то стреляет, нужно ложиться, потому что огромное количество людей страдает именно от шальных выстрелов. Собственно, прямо сейчас у нас идет какой-то странный мужик, который делает вот так. Поэтому я думаю, что на этом все. Вот мы только что сняли номер 28, и это прям очень показательно было. Мы не рискнули выйти и встать рядом, потому что тут очень много глаз и ушей вокруг. То есть и здесь все на самом деле работают очень четко и слаженно, потому что у них есть там маленькие дети, которые отвечают за вот как раз таки уши и глаза. Короче, нами точно уже заинтересовались, потому что мы уже часа 3 ездим просто по районам, снимаем, и несколько раз нам приходилось прям так быстренько сваливать. 28, что это такое? 28 это тюремная банда, но... В общем, пишите в комментариях, если хотите, чтобы мы разобрались в теме вообще банд здесь, потому что, на самом деле, это огромная интересная тема. ЮАР вообще знаменита тем, что здесь есть самая древняя банда в мире, то есть она насчитывает более уже 100 лет. И это как раз-таки банда Числа, либо Дети Нголозы.
Вот. 28 это одно из чисел, одно из подразделений этих банд. Короче, расскажем обо всем этом позже, но только если вы напишите в комментариях, что вам это нужно и хочется увидеть. Slow down. Ask people questions. Go straight. Места называются городские гетто. Вот, они, вот кто-то куда-то носит что-то, я не знаю. У людей здесь нету работы, это явно видно. Вот, и здесь получается такая ситуация. Здесь все население, все очень сильно включены в вот эту ситуацию с бандами. У всех есть те, кого они потеряли там когда-то где-то среди родственников, знакомых, там, друзей и так далее. Ну, то есть представь, если здесь живет 300 тысяч человек, и только одна банда насчитывает 30 тысяч, но она насчитывает 30 тысяч во всем Кейптауне, но это 10% в банде, как бы так или иначе включены в одну из банд. Да, в самую крупную, но все-таки. Так вот, я как-то спросил у пастора, вот здесь как бы, что вообще думает об этом церковь, плюс как вы можете так здесь сотрудничать и жить постоянно близко с мусульманами. Вот, они сказали то, что, он сказал точнее, то, что когда вот хочется кушать, то, собственно, уже не имеет значения какой ты религии, ты просто идешь и выполняешь то, что тебе как бы просит сделать банда. В общем, ребята, чтобы как-то жить, работать, вести бизнес в Кейптауне, нужно сразу понять, что вам придется считаться с цветным населением Кейптауна. Здесь их 60%. И вот Митчеллс Плейн – это как раз-таки огромный район цветного населения. Он настолько огромен, что внутри района есть и богатые, и бедные слои вот этого общества. Собственно, сейчас мы находимся... Я давно хотел познакомиться с кем-то из богатого общества цветных, потому что ходят стереотипы, что таких будто бы не существует. Но я слышал, что они рулят экономикой, и вот это один из показателей. Собственно, мы находимся в доме, где, во-первых, внутри есть бар, он сзади меня. Я сейчас смотрю на детей, у которых собственный автопарк маленьких машинок. В гараже стоит еще 6-7 там разных машин, бэхи, хайлюксы, есть бассейн. В общем, это огромный дом, и занимаются они транспортным бизнесом. Собственно, я был удивлен, но они доставляют людей на работу и забирают с работы и в течение дня еще по всяким там нужным. В общем, предоставляют машины, вот эти маршрутки, которые гоняют часто по Кейптауну, ЮАР. И, собственно, вот транспортный бизнес. Собственно, у них получилось заработать на проблеме ЮАР в плане общественного транспорта. Он здесь совершенно не развит, поэтому здесь вот в ходу вот такие маршрутки. Часть маршруток держится бандами, ну, публичный транспорт. А вот этот, они договариваются конкретно с организациями для того, чтобы с дальних каких-то заводов, там, производств доставлять людей до работы и назад. Интересно. Как вообще жизнь здесь? Для меня, как я говорил, я рос в Митчеллс Плейне всю свою жизнь. Это не самое простое место для многих людей. Я имею в виду, здесь много плохого влияния, особенно в школах в Митчеллс Плейн. Но одновременно здесь есть очень хорошие люди, очень талантливые, умные люди. И я имею в виду, здесь много международных знаменитостей, выросших здесь, как, например, Низи Амкар и несколько других парней. А что ты имеешь в виду, что здесь много людей с плохим влиянием? Ты имеешь в виду про банды?
Для меня это сложно ответить, потому что я был человеком, который всегда фокусировался на учебе. Я учился в школе, я учился потом. Я никогда не был вовлечен в то, чем здесь занимаются гангстеры. Но, конечно, здесь много людей, которые не были так удачливы, как я. Они занимаются бандитизмом. Здесь много гангстеров. В Митчеллс Плейне, в Тарплсерк, в Бекенделе, везде. Я думаю, что тогда в Митчеллс Плейн входил в топ-10 по активности банд во всей Южной Африке. И мы окружены очень опасными местами, такими как Хановер Парк, Филиппи, даже Нянга, которая недалеко отсюда. Этот район был номер 1 в мире гангстеров в Южной Африке. Как бизнесмены в Митчеллс Плейн зарабатывают на жизнь? И я могу говорить только о том, что я знаю. Я не могу сказать больше. Но я думаю, что большинство, например, могут быть механики, владельцы магазинов, люди, которые работают с недвижимостью, таксисты, владельцы торговых точек. Я уверен, что если вы приехали со стороны торгового центра, то вы видели кафе местной еды и оптовые склады там же. Так что много всякого разного. Вы не увидите людей, которые занимаются крупными бизнесами типа строительства, но много маленьких бизнесов. И все эти бизнесы на районе или некоторые в городе, например, в центре или где-то еще? Я думаю, что большинство богатых людей, они делают бизнес в Митчеллс Плейн. И я думаю, что это одна из причин, почему они остаются жить в этом районе. У нас есть люди, которые владеют кафе или мастерскими на заправках. Я не знаю, как это называется в России. У нас это называется гараж. Для большинства людей, я думаю, Митчеллс Плейн — это такое место. Для меня, например. Смотри, например, вот этот дом. Моя бабушка была первой, кто купила этот дом. И потом он был передан моему отцу. Поэтому здесь много, я не знаю, как это правильно сказать, но дом передается от одного поколения к следующему. И поэтому все мои воспоминания в этом доме. Я помню, даже мой первый день рождения был в этом доме. Много всего. Много первых воспоминаний из этого дома. Так что, молодые и богатые люди не хотят отсюда уезжать? Нет, это не так, как раньше. Раньше, как только ты получал деньги, ты уезжал из Митчеллс Плейна немедленно. Но не сейчас, потому что район сильно развился, и у него своя культура и так далее. И это показывает культуру цветных, да? Да, да. Мы очень сентиментальные. Ну, уважать родителей и место, где ты родился, это правильно. Fuck off, fuck sleep, come clean, zone. Can't forget that I'm golden, can't forget where I'm going. Popo, holy, enemy. Мы в районе Observatory. Его еще называют OPS, просто OPS. Этот район очень хорошо отображает парочка, которая только что прошла. Он был черный, она была белая. А также я вижу, сейчас прям вижу перед собой цветную. В общем, этот район микс всех со всеми. В основном здесь преобладают вот такие одноэтажные домики. Еще этот район примечателен тем, что здесь очень большое количество кампусов Кейптаунского университета. Поэтому здесь процветает вот такая молодежная культура. Мы же покажем вам главную улицу, на которой в пятницу, субботу, воскресенье постоянно движуха. Better back the fuck off.
Во времена апартеида этот район назывался Серым. Это был единственный район, в котором жили все расы. Так остается до сих пор, и эта больница хорошо отображает. Эта больница называется Гроте Шур. Это больница, в которой впервые была проведена пересадка сердца от человека к человеку. Уникальный момент. Сейчас эта больница обслуживает всех, и она этим тоже уникальна, потому что обычно в Кейптауне, если ты белый, ты ходишь в одни места, черный в другие, цветной в другие. Но эта больница обслуживает всех. Собственно, здесь огромный учебный комплекс, поэтому здесь куча студентов вокруг, медицинской направленности. В общем, больница Гроте Шур. Buckle, fuck sleep, come clean, zone. Can't forget that I'm golden. Can't forget where I'm going. Popo, holy, enemy, fake home. Can't forget that I'm a host. Never act like you know it. I remember I was poor, I was young, living homeless. Now I rock it. Кейптаун, в принципе, очень кинематографичное место. Здесь постоянно на улицах снимают фильмы. Голливуд сюда прилетает, чтобы снять фильмы про Америку, потому что здесь получается дешевле. Netflix сюда прилетает. «Черное зеркало» тоже снималось здесь, конкретно вот здесь, в районе ОБС. Кто знает, какая серия снималась, напишите в комментариях. Wanna come focus, and my mama on the phone. She like, son, you the focus. We caught up in the moment. Can't forget that I'm gone. Мы находимся на главной улице ОБС. Это первый район в нашем списке, в котором белый может чувствовать себя в безопасности. Но так было не всегда. За последние 10 лет здесь ситуация поменялась. Здесь черные, белые и цветные живут вместе и создают общую культуру. Возможно, потому что молодые люди принимают в этом участие, так как здесь большое студенческое комьюнити, которое привносит своими проектами жизнь, особенно вот в эту главную улицу ОБС. Blunt smoke, smoke weed, codeine, cough. Tell a bitch that I'm lost. Better back the fuck off. Coco, Celine, Tiffany, she floss. Ain't concerned with who lost. Can't forget that she lost. When I was buying surfboards trying to ride the wave, I was cooking up an episode of Tidal Wave. Had to get entitled motherfuckers out the way. Этот район полон молодых предпринимателей. И сейчас мы познакомим вас с одним из них. Его зовут Баба. И он и швея, и продюсер, и звукорежиссер. И вообще он вроде как директор проекта Made in Africa Label. То есть они строят африканский лейбл. Это и продакшн, и вообще полный комплекс услуг для развития какого-нибудь продукта. В общем, знакомьтесь с Бабой. Buckle, fuck sleep, come clean, zone. Can't forget that I'm golden. Can't forget where I'm going. Меня зовут Баба Ибрагим, по имени моего дедушки. So, Баба, Окей, Баба, как тебе вообще жить здесь, в Обс? Я думаю, что я переехал в обсерваторию в основном из-за разнообразия и разных культур, которые сливаются в южных районах. Разнообразие сочетается с близостью к городу, а также с доступом ко многим вещам, которые я могу сделать без необходимости ехать в центр. Белый, черный и цветной, все люди здесь как одна команда, правильно? Да, самое главное, как я уже говорил, это разнообразие. Для меня, чтобы я мог работать, быть вокруг креативных людей, например, из Ганы, или из России, или из Америки. Такое разнообразие важно для творческих личностей типа меня, которые расцветают через разнообразие культур, и это создает идеи. Окей, расскажи немного о твоем проекте. Мой проект, да. Меня зовут Ибрагим Ахмед. Я основатель и директор Made in Africa Label. Made in Africa Label — это дизайнерская компания, находится в районе обсерватории в Кейптауне. Мы специализируемся на кастомных продуктах для креативной арт-индустрии. В основном артистов и музыкантов. Окей, расскажи немного о цене жилья здесь, на аренду и покупку. Я думаю, что стоимость жизни для меня в Обс соответствует качеству. Если ты делаешь бизнес. И это достаточно сложно, если ты не занимаешься бизнесом, выдержать стоимость жизни здесь. Люди из разных культур, особенно в выходные, приезжают и поддерживают малый бизнес здесь. Это идет рука об руку. Жить здесь достаточно дорого в сравнении с другими районами. Но я думаю, здесь достаточно высокий уровень жизни. Хорошо, последний вопрос. Почему здесь везде пахнет травой?
Итак, Обс известен своим винтажом, хиппи-культурой и вообще чувством свободы, креативностью. В креативности ты не ограничиваешь себя, люди выражают себя как могут и делают, что хотят. Я бы сказал, что трава — это одна часть свободы, которую Обс дает людям. Но главное — это сообщество, которое позволяет людям выражать себя. Окей, спасибо, друг. Yes, thank you. Have a good one, guys. I'm clean, zone. Can't forget that I'm golden. Can't forget where I'm going. Popo, police, enemy, fake home. Can't forget that I'm a host. Better act like you know it. All engines respond. Engine 5, engine 3, engine 4. Мы прикинули на себя роль корреспондентов, приехали просто снимать контент о районе Вудсток. Справа от нас главная улица Альберт-Роуд. И здесь крупный какой-то пожар. Можно посмотреть, как все жители сюда стянулись. Здесь пожарные машины работают, там пытаются все друг другу помогать для того, чтобы выносить вещи из ближайших магазинчиков и так далее. Мы находимся в очень колоритном районе Кейптауна. Этот район называется Вудсток. Он знаменит своими граффити или муралами. Не знаю, как правильно, скажите вы в комментариях. В общем, каждое граффити здесь что-то значит. Каждый художник пытается ей донести какой-то смысл. Кто-то пытается объяснить то, что животные умирают. Мы видели там граффити носорога, которое постепенно стирается. Также мы видели граффити, относящиеся к временам апартеида. В общем, каждое граффити что-то значит. Ты идешь и потихонечку изучаешь историю Южной Африки, ее текущую жизнь через граффити людей, которые оставили здесь их. Здесь не прям уж таки безопасно. К нам сразу же подошел некий охранник, предложил свои услуги, но вроде бы за бесплатно, мы еще с ним не договаривались за сколько. Но в целом здесь, я думаю, безопасно. Это обратная сторона главной улицы. Здесь в основном преобладает цветное комьюнити. То есть я вижу сейчас перед собой мечеть. В общем, здесь чувствуется прям вот дух такой, не знаю, я слышал про несколько подобных мест, где целые районы закрашивают граффити. И эти районы сами собой как бы преобразуются, они становятся более живыми. Из прям криминальных районов они постепенно становятся безопасными, потому что это привлекает туристов, и туристы вместе с собой несут некую безопасность. Но все происходит здесь постепенно. Из прям криминального района, в котором постоянно происходили убийства. Здесь есть и обратная, кстати, сторона даже этого района, там, где постоянно проститутки, наркотики и так далее. Там до сих пор криминал, но вот здесь чувствуется некая безопасность. Охранник наш постепенно рассказал, что жилье здесь растет, и, к сожалению, местных жителей потихонечку вытесняют, потому что хотят здесь строить многоэтажные жилые комплексы. Вот, например, я один вижу перед собой, там мы еще видели другой. Они все новые, в них жилье, как он сказал, стоит порядка 1 миллиона рендов. То есть потихонечку вымещают вот эти одноэтажные дома, потому что здесь, это классный район, потому что здесь близость к городу. То есть он первый к самому центру. Поэтому здесь одноэтажное жилье, скорее всего, со временем все исчезнет, и везде будут вот такие апартаменты.
охранник идет с золотыми часиками на правой руке. На самом деле очень добрый человек. Я обожаю район Вудсток за его дух творчества и креатива. Художники выражают его через свои муралы, предприниматели через бизнес-проекты. Один из них – Нилс. Его страсть – это велосипеды. Сейчас мы пройдем в его мастерскую и возьмем у него интервью. История такая. Я прожил в этом районе около 15 лет, но 3 года назад я переехал на западное побережье. Так что бизнес находится здесь, а я каждое утро езжу на работу из Милнертона в Вудсток. Но даже за те 15 лет, что мы находимся в магазине и рядом с ним, Вудсток изменился очень сильно. Он то развивался, то уходил в упадок, изменялся. Здесь сильное смешение культур. Это место, которое постоянно меняется. Каждый год все меняется. Некоторые места открываются, некоторые закрываются. Но в целом это отличный район для мастерской. Это отличное место и к тому же вполне доступное. Центр города довольно дорогой. В Вудстоке намного дешевле содержать такой бизнес. Ты сказал то, что здесь мультикультурная среда. Что ты имел в виду? Здесь есть молодые и старые, есть много разных религий, есть бедные, есть богатые, есть люди, которые живут в больших домах, маленьких домах. Есть очень модные предприятия, есть обычные кафе и обычные торговцы. Это огромная смесь людей, которые что-то делают, живут или работают в Вудстоке. Да, я думаю, что такой проект должен быть именно в Вудстоке. Я не думаю, что может существовать где-то еще. В этом дело. Не мог бы ты объяснить немного больше об этой креативности Вудстока? Это как феномен? Я думаю, Вудсток находится между многими университетами, творческими институтами. Например, Микаэлис, который является очень качественным учебным заведением в области искусства и дизайна. У нас есть технологический университет, который тоже важный университет. У нас тут UCT и обсерватория. Во всех этих районах, которые нас окружают, есть эти очень творческие учреждения. Возможно, это просто место, которое всех объединяет. Здесь много мастерских, здесь еще одна особенность. Здесь много места для студий, для арт-пространств, для розничной торговли. Это все доступно. Когда вы только начинаете, если вы заканчиваете учебу, Вудсток — это единственное место, где вы действительно можете себе позволить. Вы никогда не сможете позволить себе открыться на Waterfront и не сможете позволить себе открыться в южных районах. Это действительно было самое доступное место для людей, чтобы начать, я думаю. Я так Да, именно поэтому я так думаю. Когда я только начинал, у меня было очень мало денег. У меня не было денег на аренду, мои расходы должны были быть очень низкими. Я не мог позволить себе открыться где-то еще. Вот почему я так думаю. Не было никакой особой причины. Я просто занимался велосипедами на стороне и подумал, что это хорошая идея, и, возможно, мне стоит открыть магазин. И я смог выжить. У меня не было большой картины в голове. Я не планировал все это, не. Может быть, потому что это твоя страсть? Почему ты занимаешься велосипедами? Это, как ты сказал, это моя страсть. Я просто люблю велосипеды. У меня их много, я езжу на работу на велосипеде, я езжу на горных велосипедах, на городских.
В Кейптауне есть большое мероприятие, называется Кейптаунский велотур. У нас большая история велоспорта в Кейптауне. Можешь ли ты порекомендовать людям жить здесь? Здесь хорошее место для бизнеса, но не очень для жизни. Как я уже сказал, мы прожили здесь 15 лет. И я думаю, нам очень нравилось здесь. Мы, наверное, немножко старше тебя. И когда у нас появились дети, а дома здесь совсем маленькие. Их строили около 100 лет назад. И когда они строили эти дома, то они строили, то, как они строили этот район, дома не предназначались для больших семей с детьми. Когда мы смогли, мы сразу переехали в самый большой дом, который могли себе позволить. И это было на западном побережье. Но это замечательный район. Люди здесь выросли и провели здесь всю свою жизнь. Нехватка пространства — единственная сложность. У домов не так много места в саду, а дороги очень оживленные. Это, по сути, единственный минус. Да, тут очень классные парки, они красивые, ухоженные, но для нас было приятнее найти место, где есть свой сад. Сколько стоит недвижимость здесь? Я думаю, если сравнивать с другими районами, то здесь доступная цена. Вы, наверное, заплатите от 2 до 3 миллионов рент за дом приличного размера. С одной или 2 спальнями? Я бы сказал, от 2 до 3 спален. Как я уже говорил, дома очень старые, домам нужен ремонт, и это то, от чего я очень устал. Дома настолько старые, что постоянно разваливаются. В твоей мастерской кто-то открыл кафе. Это круто. Это долгая история. Было кафе, когда я работал на главной дороге. Моя жена держала кафе отдельно от нас. Когда мы приехали в этот магазин, мы разместили кафе рядом, а она просто начала помогать мне. Вот почему. Хорошо, отлично. Спасибо. Okay, perfect. Thanks. Thank you. Очень хорошо отображает Вудсток. Какое-то непонятное здание католической церкви, переделанное под какой-то потрясающий магазин. Мы находимся в центре Вудстока, и это ключевое здание Old Biscuit Mill. Переводится как «старая бисквитная фабрика». По выходным здесь проходят офигенные маркеты, куча дизайнеров разной одежды, также куча магазинов винтажной одежды. В общем, это место единственное, в котором мы за 10 дней уже съемок столкнулись с тем, что нам запретили снимать внутри. Мы сделали несколько кадров, но в конце концов мы уперлись в этот, знаете, тупой язык охранника. То есть ты ему говоришь, что как бы мы все делаем для... Это всем будет полезно и так далее. Он такой: нет, нельзя. Позвонить кому-то: нет, нельзя, нет, нельзя. В общем, мы сняли все, что мы хотели. Всем советую сюда прийти в выходные на маркет. И вообще это сейчас очень классное место с граффити, с арт-пространствами и с магазинами молодых дизайнеров. You believe it's morning, I'm alive, but that's the last thing on my mind. You believe it's morning. Мы находимся в районе CBD, и это самый центр Кейптауна. Место очень неоднозначное. С одной стороны, здесь парламент Южной Африки и штаб-квартиры крупных брендов.
С другой стороны, атмосфера какого-то злачного района Нью-Йорка. Большинство туристов, как и я 5 лет назад, совершают одну и ту же ошибку. Они останавливаются именно здесь. Поэтому они впервые видят, как на улице открыто употребляют тяжелые наркотики, как бомжи снуют туда-сюда с тележками, разочаровываются и улетают. Searching for a quick antidote. More money, more problems to cope. You believe it's morning. I'm alive. Эта картина очень хорошо отображает CBD. С правой стороны бомж, с левой стороны мустанг. На самом деле район CBD вполне безопасный. Единственное, что здесь смущает постоянно, это наличие вот таких бездомных. Вот это конкретно просит у меня на такси до КМСБ, района миллиардеров здесь. На самом деле они вполне безопасные, просто неожиданное вторжение в личное пространство со временем начинает бесить. Еще здесь работают карманники, но в целом район безопасный, здесь можно спокойно гулять, но только до 8 часов вечера. Один район, но две разные улицы. Лонг-стрит с карманниками и всем таким не очень приятным, и Бри-стрит, где арт-галереи, креативное пространство, коворкинги, абсолютно разная аудитория, один район. Также на Бри-стрит находится русский православный храм, в который мы сейчас пойдем. Got busy, that dancey shit slid through. We had to stay hood, cause that's what we been through. Prison came through, mastermind, got the cash from power, poop the power past this divine. Classical rhymes, mathematical rhymes, styles unbearable. Now niggas with the radical shine. You believe it's morning. I'm alive. But that's the last thing. Когда я впервые это увидел, я не мог поверить своим глазам. За окном типичный пейзаж Кейптауна, пальмы, а здесь атмосфера русской церкви. Это место организовали год назад Анастасия и отец Николас. Отец Николас из Южной Африки, и южноафриканец полностью, а Анастасия из России. Каждое воскресенье здесь проходят службы, и большинство прихожан русскоговорящие, не обязательно из России, также из Украины, Беларуси и так далее. Плюс греки, и, что самое неожиданное, это люди из народности Коса, про которых мы снимали ролик, самый первый наш ролик. Cash from power, poop the power past this divine. Classical rhymes, mathematical rhymes, styles unbearable. Now niggas with the radical shine. You believe it's morning. I'm alive. But that's the last thing on my mind. Ребята, у всех, наверное, было такое, когда вы не заканчивали проект, когда проект сталкивался с первыми трудностями, и вы забивали на него. Знаете, вы не одиноки. Здесь целый город просто провалил проект. Позади меня мост, который просто взяли и не достроили. Просто посреди города мост, который не достроили. Некоторые говорят, что это из-за того, что закончились деньги, другие причины из-за того, что кто-то был против сноса своего здания. Я не думаю, что в ЮАР это кого-то бы остановило. Ну, в общем, сейчас это культовое место, в котором и снимают фильмы, и рекламные ролики. В 2012 году группа студентов написали более 1000 предложений, как можно этот мост, в общем, как его можно сделать иначе. Парк аттракционов был один из идей. Также хотели сделать скейт-парк и так далее, и так далее. В общем, государство приняло все эти идеи и сказали: хорошо, выберем одну. Прошло уже 8 лет с тех пор. В общем, они забили на этот проект окончательно. Но ничего, сейчас это отличное место для ночлежки бомжей. But that's the last thing on my mind. Кейптаун, а в особенности даунтаун, очень сильно похож на Америку. Но я не был в Америке, я не знаю, как делать рэп. Поэтому мы решили взять интервью у нашего друга. Его зовут Сейнт, он из города Детройт, он американец. Мы можем из первых уст узнать реальное сравнение Америки и Южной Африки, конкретно Кейптауна. Парень очень творческий, он фотограф, модель и как раз таки пишет рэп. В общем, сейчас возьмем интервью у Сейнта.
Здравствуйте, меня зовут Сэн Д'Анджело, я из Детройта, штат Мичиган, который находится в Америке. Но я предпочитаю называть себя путешественником по миру. Я приехал в Лос-Анджелес на 3 года, после этого я переехал на Бали, Индонезия на 2,5 года, а сейчас, как видите, мы находимся в Кейптауне, Южная Африка. Как долго ты здесь живешь? Я нахожусь в Кейптауне 1,5 месяца, но моя цель остаться здесь надолго. Но здесь сложный процесс получения визы, так что если вы еще не в Кейптауне и думаете приехать, постарайтесь подать документы до приезда. Надолго ты еще собираешься остаться здесь? Да, но сезонно. Сейчас тут зима и довольно холодно. Я ненавижу холод, так что я думаю, если я останусь в Кейптауне, то я буду проводить 6 месяцев в Кейптауне, 3 месяца в Лос-Анджелесе, 3 месяца в Бали. Такая цель. Сезонный образ жизни. Так что ты думаешь, где лучше, здесь или в Америке? Сложный вопрос. Я бы не сказал, что где-то луше. Я думаю, у каждого свой уникальный стиль. Что касается меня, я скучаю по западной культуре, когда дело доходит до моды и уличной жизни и искусства. Например, музыка в Кейптауне очень уникальна и очень удивительна, потому что она другая. Но есть и артистизм мирового класса, который, как все знают, родом из Америки. И мне как творцу этого очень не хватает. Но мне нравится, что Кейптаун предлагает подлинное гостеприимство очень приятных людей. Здесь не так много недовольных людей. Знаете, это большая разница между западным менталитетом и пребыванием на африканском континенте. Так что я определенно считаю, что здесь лучший образ жизни, пейзаж, натуральные компоненты, когда дело доходит до диетического питания и тому подобное. Я бы выбрал Кейптаун. А когда речь заходит об искусстве, сообществе, семейной атмосфере и просто широком спектре различных жизненных впечатлений, я бы сказал, что Америка. А что ты можешь сказать о ценах? Да, для меня, я думаю, самая большая причина остаться в Кейптауне, это потому, что он очень-очень доступен. Особенно по сравнению с жизнью в Индонезии. Я думал, что цены там по сравнению с Америкой крайне низкие, но в Кейптауне они даже ниже, чем в Индонезии. Так что я думаю, в зависимости от сезона, особенно когда речь идет о расходах на жизнь, удобстве, доме и тому подобном, определенно в зимнее время она намного ниже. Вы можете найти жилье от $500 до самых роскошных, например, за $1500, что является стандартом в Лос-Анджелесе для самого низкого уровня качества. Так что в Кейптауне вам хватит денег сильно на дольше, 100%. Да, я не был в США, но многие люди говорят, что здесь немного похоже. Это правда? Я бы сказал, что сходство заключается в искусстве. В некотором смысле. Мне трудно, потому что я все еще в поиске. Я чувствую, что мое призвание вернуться в Америку, потому что есть много вещей, которые не похожи. Но, исходя из моего личного опыта, живя в Индонезии в течение 3 лет и находясь вдали от культуры, вдали от черных или цветных людей, это было то, чего мне не хватало в целом. Но в целом люди здесь по сравнению с Америкой, сленг похож, язык очень похож, люди вроде как говорят одинаково, они думают похоже, потому что, я бы сказал, большинство вещей, которые они смотрят, приходят с американского телевидения. В целом, город, правила, законы, вождение, все очень похоже. Хотя руль находится на противоположной стороне, законы очень похожи, особенно когда речь идет об аренде недвижимости и тому подобном. Так что я думаю, что есть много общего, но в то же время много различий. Вообще, это видео о центре города в целом, и я хочу спросить тебя о криминальной ситуации по сравнению с Америкой. Понимаешь, мне понадобилось около 6 месяцев, чтобы приехать в Кейптаун из-за всего, что я слышал, что это одно из самых опасных мест. И это определенно вызвало у меня чувство страха, и это имело длительный эффект, и я не приехал сюда раньше. Поэтому я говорю всем, если вы хотите приехать в Кейптаун, приезжайте, будьте внимательны, убедитесь, что вы внимательно относитесь к своему окружению. Но это как и везде, где есть деловой район в центре города. Обычно есть бездомные, и это не обязательно означает, что вы должны бояться выходить на улицу, потому что вокруг люди ходят всех рас, белые, черные, индийцы. Это не имеет значения. Но приехав из Америки, я родился в Детройте, штат Мичиган, который является столицей убийств по сравнению с некоторыми другими местами.
Здесь не так много людей, которые ходят с оружием, а в Америке у каждого есть оружие. Так что я бы сказал, что чувствую себя в большей безопасности в любой другой стране мира, кроме Америки, как черный человек и вообще. Так что я бы сказал, что не надо бояться того, что вам говорят в новостях. Я говорю, что это фейк-ньюс. Безусловно, будьте осторожны. Если вы живете в пригороде, в гетто или в деловом районе, всегда есть шанс, что кто-то будет там в не самом лучшем состоянии души. Так что пока у вас хорошая энергетика, внимательность и так далее, я думаю, все будет хорошо. В настоящее время я живу в CBD, то есть в центре города. И я бы сказал, что из моих исследований и из рассказов, которые я слышал, разговаривая с людьми, это самое густонаселенное место. Повышает вероятность того, что к вам будут приставать люди, например, просить у вас деньги или что-то в этом роде. Но опять же, все зависит от того, с кем вы находитесь. Если вы одинокий человек, не будьте глупцом и не гуляйте по городу ночью. Если вы представитель другой расы, вам тоже нужно быть осторожным, потому что есть разные уровни того, что человек может ожидать от вас по сравнению с другим человеком. Так что будьте осторожны. Если вы женщина, убедитесь, что вы всегда гуляете с группой друзей или с мужчиной, просто чтобы иметь дополнительную безопасность. Но пусть это не отпугивает вас от поездки сюда, потому что мне здесь нравится. Я встретил здесь много замечательных людей, здесь много людей разных рас, которые решили быть здесь по разным причинам. И да, я думаю, что это зависит от ваших личных предпочтений. Вы можете поехать в Си-Пойнт, если хотите быть на пляже, вы можете поехать в Гарденс, если хотите быть в смешении всего этого, например, города и пляжа, и просто иметь другое сознательное комьюнити. Так что я бы сказал, что нужно провести свое исследование, а затем самому сделать вывод. Я был только в CBD, но у меня есть друзья в Си-Пойнт, у меня есть друзья в Гарденс, так что я планирую переехать в один из этих районов. Спасибо, Арсений. Ku tak bahagia melihat kau bahagia dengannya. Aku terluka, tak bisa dapatkan kau sepenuhnya. Aku terluka melihat kau bermasyarakat dengannya. Aku tak bahagia. Мы находимся в районе Букап, это бонус-район в нашем ролике. Он как бы вне рейтинга, потому что не похож на все остальные. Это район с цветными домиками, мечетями, и это мусульманская комьюнити. Я не знаю почему, но этот район очень популярен среди туристов. Он во всех рейтингах №1 как достопримечательность Кейптауна, но не в нашем рейтинге. Я думаю, что этот район слишком переоценен, но здесь можно походить, понаслаждаться красивыми домиками, но не больше. Самый главный вопрос, который всех мучает, почему все дома цветные? Мы спрашивали у местных жителей, но никто нам конкретного ответа дать не мог. У нас есть две основные версии. Давным-давно все дома были белые, но никто не знал, как доставить, например, письмо Карлу, который живет в доме без номера. Потому что номеров и документов у домов тоже не было. Поэтому они разукрасили, чтобы понимать, что тот же Карл живет в голубом доме на главной улице, и теперь ему можно доставить письмо. Вторая версия. Более красивая, но тоже не подтвержденная. То, что несколько десятков лет назад, во время апартеида, цветные, которые здесь живут, и черные не имели прав, и поэтому не могли иметь документы на дом. Но в 70-х годах они смогли получить эти документы и разукрасили свои дома в знак свободы.
Мы сошли с туристической улицы, чтобы взять интервью у традиционной кейп-малайской семьи. Это семья Сауда, моего знакомого. Он живет здесь уже 40 лет, и он знает, каким был Букап, когда Сауд был маленьким, и как он выглядит сейчас. Он вместе с матерью расскажет нам, на каком языке они разговаривают друг с другом, и вообще в целом о Букапе. Как вам вообще живется здесь, в Букапе? Для меня Букап — это самое лучшее место. Здесь я родился, моя мать переехала в Букап, когда вышла замуж, так что я живу здесь всю свою жизнь. Я люблю Букап, потому что именно тут ислам, тут наша культура зародилась. Ислам в Южной Африке начался в Букапе много лет назад. Являетесь ли вы частью малайской общины Кейпа? Да. Нас называют, описывают как капские малайцы. А откуда ваши корни? Наши корни идут из Индонезии, Малайзии. Это то, откуда пришли наши предки. Их переселили в Южную Африку и поселили в Букапе. Именно поэтому южноафриканский ислам начался тут. А как поменялся Букап с годами? Ну, сначала в Букапе жили в основном мусульмане, но теперь со временем он стал более мультикультурным. Здесь все цвета, разные религии, ислам, христианство, разные национальности. Немцы очень любят Букап, голландцы. Все очень мультикультурно. Но все равно большинство людей мусульмане, так? Да, все равно большинство мусульмане, и мы стараемся сохранить культуру. И люди, которые приезжают, они адаптируются к нашей культуре. А какое ваше любимое место здесь? Ну, как вы можете видеть, Букап — это очень красивый, маленький район, поэтому у нас не так много спортивных площадок. Я бы сказал, что мы выросли на улицах, поэтому мы играем в футбол на улицах. Когда я был маленьким мальчиком, мы играли в крикет, регби, футбол. Все это происходило на улицах. Так что именно так мы живем и учимся, именно так мы приобретаем наши навыки. Так что я бы сказал, что улица — это любимое место Букап. Нет, Букап просто замечательный. Я люблю Букап, потому что это очень маленькая община и очень тесное сообщество. Например, я могу зайти в дом к Эндрю, и Эндрю может зайти к нам домой. И я и ты можем зайти в любой дом в любое время, и мы можем чувствовать себя свободно, сидеть и пить чай и кофе. В большинстве других общин один сосед не знает даже ближайшего соседа. Вот почему я люблю Букап. Как я уже сказал, мы свободны, мы очень близки. У нас есть продавец мороженого, который приходит каждую пятницу, играет музыка, и все дети бегут за мороженым. Да, это ивент с музыкой. Ребята, это были первые 6 районов нашей идеи показать, что значит быть кейптауняном от самых низов до самых верхов. Позади меня номер 18, район Клифтон. Здесь самая дорогая недвижимость не только в Африке, а возможно и во всем мире. Но это номер 18. До него еще 12 новых районов, которые мы выпустим в 2 новых выпусках. Короче, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, какой район или человек вам понравился из нашей первой части. Всем пока. Чуть-чуть под конец затупил.